Здравствуйте, с вами Мария и канал Греческой кухни. Сегодня я для вас приготовила очередную питу. Я, наверное, вас надоела с питами, но знаете, что пита это одна из основных блюд греческой кухни. Пита кушают на завтрак, пита кушают на ужин, если можно так сказать, да, вечером, если кто-то проголодался. И вообще раньше делали питу намного чаще, честно говоря, ну, хозяйки дома, да, потому что надо было что-то приготовить быстро, чтобы пришла семья и все вместе поели что-то вкусное, да. Но сейчас в этот период, так как у нас Великий пост, нам не разрешается кушать мясо, не разрешается кушать яйца, пить молоко и так далее, да. Ну, кто знает, да. И сегодня я буду готовить прашо пататопита. Это, конечно, вам выговорить сложно, я понимаю, но это очень просто. Прашо я вам уже готовила из прашо разные блюда. Прашо это лук-порей. Патата, наверное, вы знаете, кто знает испанский и так далее, кто-то слышал. Патата это картофель, картошка. Значит, будем готовить питу из картошки и лука-порея в начинку. Ну, там еще будет перец, там еще будет и обычный лук и так далее. Но прежде всего надо приготовить тесто. И надо хорошо его замесить. В одну посуду, где я буду замешивать тесто, поставила муку. А в другую чашку я добавила, как называется, газированную воду, соль, масло, уксус. Ну, это в рецепте написано, вы там это найдете. Это будет в конце видео и под видео в описании. Я все это замешала. Добавила все это, всю жидкость в муку и замешала хорошо, где-то 5 минут тесто. Тесто оставила на столе, закрыла хорошо, чтобы не проветривалось или не выветривалось, ну, чтобы воздух не попадал, и оставила на полчаса. Ну, а сейчас я буду готовить уже овощи для начинки. Я уже порезала полукольцами лук, обычный лук репчатый. У меня, как вы видели, были 3 маленькие лука. А вы возьмите или один очень большой, или 2 средних. Ну, вы берите по вашему вкусу. Если вам нравится побольше лука, берите лук репчатый побольше. Если вам очень нравится лук-порей, да, берите еще больше. Это уже на ваше усмотрение. Теперь картошка. В описании, в рецепте у меня меньше картошки, чем вы видите сейчас. Почему? Потому что я буду делать 2 питы одновременно. Я одно буду запекать сегодня, в тот день, когда я делала это, а второй я поставлю в морозильник, чтобы в следующий раз, там, если захотим, сняли, запекли и поели. Итак, еще и порезала красный перец в длину и потом кусочками. И картошку порезала, как вы видите, кубиками, да? Если вы будете делать, картошку возьмите наполовину то, что я сделала, а все остальное добавляйте как уже есть по рецепту, потому что не надо уменьшать, например, не 2 лука, поставите 1, да, или там у меня 5 лука-порея, вы поставите 2. Не надо. Вы лучше берите, только уменьшите количество картошки. Ну, а дальше делайте, как вы думаете. И сейчас в глубокую сковороду я добавила оливковое масло и начинаю уже жарить овощи. Сперва я пожарила лук репчатый. Он немножко изменился в цвете. И добавила уже лук-порей. Если хотите, чтобы лук-порей побыстрее он приготовился, он же должен выпариться, да, чтобы вся влага от порея ушла. Надо немножко посолить и оставить, чтобы эта масса немножко, она сама осела. У порея вытаскивается вода из-за соли, и оно готовится как-то быстрее. Потом, когда это все
лук и лук-порей, он готов. Потом уже добавляю картошку и перец вместе добавляю. И специи. Специи это черный перец, красный перец. И я еще добавила острый красный перец. Оно у нас здесь называется буково. Оно подходит. Не все его любят. Если хотите, добавляйте. Не хотите, не добавляйте. Хотите, добавляйте. Вообще, знаете, здесь еще очень хорошо подходит и капуста. Это тоже очень хорошо подходит. Можно добавить и морковку. Я не добавляла все это. И чеснок можно было добавить. Но мои домашние не хотели. Хотели вот эти только продукты, поэтому я это так и сделала. Итак, дальше, пока у меня там тушится картошка, я уже начинаю приготавливать тесто. Тесто, которое я приготовила, я порезала на 4 части. Будем делать верхний лист и нижний лист. На верхний лист возьмете эти 2 колобка и остальные 2 колобка на нижний лист. Я, наверное, вас запутала. Ну, смотрите, сейчас что я буду делать. Я взяла 1 колобок, раскатала его и масло, которое я приготовила. Я часто вам показываю это масло на огне, растапливаю масло. Вообще-то надо масло сливочное, но так как у нас пост, я добавила хороший маргарин. Растопила хороший маргарин, добавила масло подсолнечное и туда еще добавляю, когда оно еще на огне, добавляю еще и муку. Это все, если можно так сказать, жарится эта мука вместе с маслом, и потом немножко оставляю, чтобы остыло, и потом беру и смазываю листья. Эта смесь очень хорошо помогает, когда листья не хотите, чтобы они слепились. Сейчас я раскатала, помазала маслом. И как вы видели, я сделала 1 такой квадрат на тесто и порезала, как играем крестики-нолики, да? И сложила одно тесто на 1 лист на другой. И получился на 1 квадрат. На этом квадрате уже есть 9 листьев. Сейчас я взяла 2 колобок, который я вам говорила, надо 2 колобка для верхнего листа и 2 колобка для нижнего. Взяла сейчас 2 колобок, раскатала, также, также смазала маслом. То, что я уже сложила, первый лист, ставлю посередине и опять же режу на 9 кубиков. Видите? Режу на 9 кубиков и складываю один на другой. Этот способ очень хорошо для тех, кто не умеет раскатывать тесто. И это еще и быстрый способ раскатать тесто, чтобы не сидеть, не возиться и чтобы не покупать готовое тесто. Это тоже очень хороший вариант. И вообще можете такое тесто много приготовить, такие кубики, и поставить в морозильник, и можете держать в морозильник уже там, не знаю, пару месяцев, чтобы могли в любую минуту потом снимать, растопить и снять, дать, чтобы разморозилось, и потом можете приготовить разные, там, не знаю, разные питы, да, с любой начинкой. Итак, у меня сейчас начинка, она уже приготовилась и уже остыла, вернее, потому что я уже начинаю раскатывать. Как вы видите, я уже сняла 1 кусок этого теста, который из 2 колобков, да, помните, первое тесто я разделила на 4, а такой кусок я сделала из 2 колобков. Такие куски у меня в холодильнике 2. 1 для верхнего, другой для нижнего. Извините, если я вас, может быть, запутала, но если что, задавайте вопросы, я вам отвечу. Раскатала это тесто, первое тесто, то, что я поставила в холодильник.
Раскатала, как вы видите, не надо раскатывать очень тонко, потому что там у нас, ну, вроде бы, если посчитать, это там 18 листов, ну, столько они не получаются столько, но там несколько слоев этого теста. Сейчас. Да, картофельная масса. Я взяла половину, потому что я вам говорила, буду делать две такие питы. Половину добавила, половину начинки добавила на тесто. Сейчас я его распределю, да, по противню. И буду раскатывать уже второй такой кусок, который будет у меня сверху. Это тоже я сделала из двух колобков. Еще хочу вам сказать, что это тесто, если вы приготовите и оставите в морозилке на долгое время, это тесто не будет, как вы понимаете, слоеное тесто, как вы делаете, например, Наполеон, да? Это не такое. Это получается слоеное, типа, как делают самсу. Вот такое слоеное тесто. Конечно же, вы можете делать, я думаю, на сладкое что-то как-то, не знаю, может быть, не получится. Но делать соленый, там, например, в начинку, чтобы был сыр, или там, чтобы были разные овощи или с мясом. Это тесто очень хорошо подходит. Попробуйте. Как вы видели, я уже раскатала второе тесто сверху. Порезала то, что выходил с краев, да, порезала. Оно не надо. Я, честно говоря, поставила в морозильник. И когда оно понадобится, я буду добавлять в другие питы. Сделала вот это вот по кругу. Этот узор называется по-гречески кофрош. Сделала это кофро. И теперь уже надо обязательно сделать надрезы, но не до конца, не до дна, только на верхнее тесто. И это делаем почему? Потому что когда это все будет готовиться, чтобы чтобы влага испарялась, да? Обычно я режу так из-за того, что этот противень большой, длинный, вернее, я посередине ставлю маленькую тарелочку и остальное, ну, вы видели. На 180 градусов где-то 50-60 минут, зависит всегда от духовки. Как вы увидите, что оно очень хорошо подрумянилось, уже можно снимать. Вы должны оставить питу, чтобы она немножко остыла на противень, потом уже переставить на большую доску и порезать. Первый признак, что пита уже готова, ее можно снять, это когда вот так трясешь противень, и пита болтается туда-сюда. Это, как говорят, хореви что тапси, да, танцует на противень. Ну, мы так говорим, да? Хореви что тапси. Итак, приготовьте, наслаждайтесь. Я вам говорю, что это вкусно. Хотите попробовать? Приготовьте. Ну, а я тут с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Целую, обнимаю вас крепко-крепко. Ну, а пока.